Это не человек, это второй Гитлер. Наплевало бы ему в лицо. Это уже не человек. У него как будто вообще нет сердца. Сострадания к людям. Правда. У меня сердце разрывается. Он — это худшее, что может быть. Ладно, скажу то же самое, что сказали солдаты на Змеином острове. Иди нахуй. Пусть идет нахуй просто. Эй, да идите вы вместе с этим тифом гнойным. Что поляки думают об этом человеке, об этом Владимире Путине? Что бы хотели ему сказать? Сегодня в комментариях. Что поляки бы хотели ему сказать? Фу, это ужасно. Как вы вообще не брезгаете это в руках держать? Идите с этой гнилой мордой. Я вообще не понимаю, как вам не мерзко это в руках держать? Это же просто гниль. Гниль, которая столько людей убила. Это кусок бляди. А чего он вообще хочет? Как вы думаете? Да у него все есть. Что он хочет еще получить? Он хочет убивать людей, детей. Ну посмотрите. Маленькие дети хотят жить, хотят, чтобы у них семья была. И что он делает? Посмотри. Это же просто невозможное существо. Ну, сам понимаешь, кто он. Вам правда не мерзко это в руках держать? Ну я же так аккуратно, за рамку держу. Мерзко, но держите, значит. Ну что можно вам сказать? Он долбоёб, и ничего больше не скажешь. Это не человек. Для меня это животное. Теперь у него нет выхода. Он теперь уже все. Если у него бомбанет, то во всем мире бомбанет. Что ему теперь терять? Нечего. Что могут группы Вагнера войти в Киев, а его найти не могут, что ли? Ну, нашли бы, и проблема была бы решена. Без Гаги, без ничего. Таких людей не судят. У него нет никакого сердца, никакого сострадания к людям, правда. Я очень сожалею. Не скажу ничего больше, потому что сердце разрывается. Он худшее, что может быть. Что он хочет получить? Мало ему все. Знаю, что он хочет получить. Он хочет еще больше людей убить. Хотим узнать, что поляки могут сказать об этом мужчине. Пусть идет на... Пусть идет попросту. Если бы вы его встретили, то что бы вы... О, нет, простите, я не хочу говорить тут. Просто следующее поколение надо спасать. Спасать украинцев от этого психопата. Он бандит и убийца. Пусть идет нахуй. Нахуй пусть идет. Просто нахуй. Я думаю каждый день, каждую ночь об этом нападении. Каждый день вижу новости. Ну, правда. Мы понимаем, что это может принести полякам также. Ой, бандиты. Если бы вы его встретили, то что бы ему сказали? Наплевало бы ему в лицо. Что поляки хотели бы сказать об этом человеке? Что это кусок говна. Он просто псих. Делает все, чтобы уничтожить этот мир. Не думаю, что насильственные действия могут как-то изменить ситуацию. Он вот осуществляет насильственно радикальные действия. В любом случае, это сила, какой бы она ни была. А если бы вы его встретили, то что бы ему сказали? Не, ну, уважаемые дамы и господа, что можем сказать? Все маленькие, низкие люди хотят стать большими и великими. Это его проблема. Проблема теперь уже всей Европы и всего мира. Теперь мы должны помочь пострадавшим людям на Украине. Или в Украине, если говорить по-польски. Если отвечать на ваш вопрос, то я бы сказал то же самое, что и те ребята на острове Змеиный. Иди нахуй.
Я вообще поддерживаю этих ребят с острова вы из Змеиный. Украины? Ну тогда скажите, что бы вы ему сказали, если бы его встретили? Если бы вы встретили такого, то что бы ему сказали? Хуй ему в жопу только. Нам придется это запикать, скорее всего. Ну, простите, мне больше нечего о нем сказать. Просто старый дед с больной головой, и все. Я ничего не скажу сейчас. При детях такое нельзя говорить. Да, нельзя. Если бы вы его где-то встретили, то что бы ему сказали? Свинья! Свинья! Я бы сказала, не знаю, можно ли у вас грубо говорить, что ты, сукин сын, делаешь? Убиваешь женщин и детей. Я думаю, он уже старый и неадекватный, и немного ему осталось, и он хочет в истории остаться просто. Что бы вы сказали, если бы его встретили? Ну, даже не знаю. Не знаю, что бы я ему сказал. Не знаю, что бы я ему сказал. А он еще неплохо выглядит. Ну, он же подтяжки делает. Он мой ровесник. Ну, вы тоже неплохо держитесь. Мне уже 70 лет, но вы-то подтяжки не делаете? Ну, нет. Не показывай этого человека. Идите с этим отсюда. Что это такое вообще? Наплевала бы ему в морду. Этот человек, я не знаю, под наркотиками он какими-то, или как он вообще такие вещи делает. Близок он к царям, которые до него были. И он в этом направлении двигается. Просто хочет записаться в историю, как кто-то особенный и властный. Он застрял ментальностью в прошлом. В 39-м. Не в то время он просто родился. Так, а что это у вас такое, простите? Солидарность с Украиной. Поддерживаем их. Всем сердцем. Да. И что бы вы хотели им пожелать? Удачи, чтобы победили, и здоровья. Самое важное. А украинцам, что бы вы хотели сказать тем, которые там воюют? Я не знаю, я желаю им здоровья, силы и выносливости. Не знаю, что еще. Чтобы им Бог дал силы. Это все. Спасибо. А что бы вы украинцам сказали, этим ребятам и девушкам? Пусть борются так сильно, как только могут, чтобы выгнали его так далеко, чтобы он больше никогда не приезжал к ним. Этого Путина? Ну а кого еще? Так где мой автобус? Заболтали мы вас, и автобус уехал. Ай, слушайте, это не проблема, что заболтали. Тут трагедия происходит. Уже которую ночь не сплю. Только телевизор включу и слушаю, смотрю, что там творится. Я не могу. Это невозможно просто так отпустить. Люди плачут, дети плачут. Ну как он таких маленьких убивает? Ну невозможно. Люди убегают, бегут. Держат в руках собак. У меня тоже 2 кота, и я думаю, боже, как бы я с ним убегала. Думаю, ну нет. Останусь я с ними дома, и вместе тут и погибнем. Он ненормальный. Он хочет Беларусь забрать. А вы из Беларуси? Да, он ненормальный. Ненормальный. Его только в тюрьму. Он ненормальный. В тюрьму его надо? Да. То есть его, как Гитлера, надо в клетку? Это такая же, блядь, как и тот. Он ненормальный. Я к тому, что была такая идея посадить Гитлера в клетку и провести его по всей Европе с гнилыми овощами. Да какие же овощи? Жалко гнилых овощей на такого. Овощи людям надо. Да какой, блядь, и какие овощи? Да гнилые же овощи. Да любые. Он ненормальный. Он ненормальный. Гитлер и Путин — это 2 братана. Его еще называют Путлер. Ну да, правильно называют. Это преступник. Ответит он за все. Может, его в клетку посадить и повозить на посмешище? Да, только так и надо. И раздеть его догола. Голым его. И яйцами закидать тоже. Гнилыми? Гнилыми, конечно. Согласна. Давайте представим, что вы встретили такого вот Путина. И что бы вы... честно могу сказать или нет? Честно. Ну, в рожу ему точно не дам.
Но, если сказать коротко, это не человек. Это второй Гитлер для меня. Напишите в комментариях, что бы вы сказали Владимиру Путину, если бы была такая возможность встретиться с ним лицом к лицу.